Какая красивая архитектура. Боже, я так давно не ходила по этой улице. И сегодня я вот решила приехать. И знаете, просто иду и иногда даже забываю снимать видео, потому что хочется просто постоять, полюбоваться. Смотрите, какая дверь. Вот просто можно подойти и рассмотреть ее. Вы представляете, сколько ей лет? И она в таком хорошем состоянии сохранилась. Я думаю, мы просто не можем не зайти сюда и не посмотреть. Боже, посмотрите, какой вход. Обалденно. Вот по многим деталям чувствуется, что Одесса была богатым городом и богатым городом остается по сей день, даже несмотря на войну. Ой, класс. Как все здесь поросло плющом. Солнце, правда, плохо видно, но надеюсь, я засниму нормально. Ничего не вижу, что снимаю. Знаю, что многие любят одесские дворики, поэтому всегда, когда прохожу мимо них, хочется их вам показать. Лето, как всегда, стремительно куда-то мчится, и сегодня, к сожалению, уже 30 июня 2025 года. И всем привет из прекрасной и многими любимой Одессы. В Одессе есть очень много интересных мест, где можно отдохнуть, выпить кофе. И одним из таких является кафе, возле которого мы сейчас с вами проходим. Оно в таком мещанском стиле, кстати, и называется «Жито». Особенно прикольно сюда приходить зимой. Мы что собирались, так и не дошли. Знаете, сейчас не до этого. Но смотрите, даже внешний вид у него достаточно привлекательный и необычный. А вот так оно выглядит внутри. Смотрите. Итак, кофейня «Жито». Что же здесь интересного? Интерьер кофейни создали в стиле обстановки мещанского дома XIX века. Ставка здесь сделана на изысканность. Здесь всегда мягкое освещение, спокойная музыка, умеренное тиканье часов, красивые фарфоровые куклы на полках, тонкие кружевные занавески, скрывающие будуар, атласные подушки на уютных маленьких диванчиках и большой выбор десерта. И вы знаете, это заведение по праву считается одним из самых стильных в Одессе. И поверьте, когда вы сюда попадаете, то действительно такое чувство, что из современного мира переноситесь в реальный 19 век. Посмотрели немного красоты, но дальше возвращаемся в нашу суровую реальность. Сегодня я показала вам центр Одессы для того, чтобы вы в этом видео могли максимально проникнуться атмосферой нашего прекрасного города. Сейчас буду говорить не только как житель Одессы, а просто как человек, который очень любит свой дом. Одесса – великолепный город. Одесса имеет свою культуру, свои ценности, свой колорит. В Одессе живут замечательные люди. Одесса очень комфортный и уютный город для проживания. И, конечно же, у нас есть море. Это одна из самых главных наших ценностей. И вы знаете, так больно читать новости и какие-то прогнозы о том, что с твоим любимым домом, с прекрасным городом Украины может случиться что-то страшное, и он может быть разрушен. Многие думают, что в Одессе пусто. Да, в Одессе было пусто, но в начале войны, сейчас, тем более летом, обстановка изменилась. Вот, смотрите, кто думает, что в Одессе нет людей? О, Lamborghini проехала. Понимаете, да? Вот не успела выйти, уже проехала Lamborghini. А Генуэзская когда-то была двухполосная. Сейчас ее расширили, но видите, все равно не помогает, все равно пробка. Не знаю из-за чего. Но если здесь пробка, то сразу понимаешь, что курортный сезон в разгаре, потому что, о, Феррари, это Порш. Думала Феррари. Нас смотрят зрители из разных стран мира,
И это люди, которые искренне интересуются и жизнью одесситов, и нашей жизнью, и в целом жизнью Одессы. И, конечно, такие люди в курсе событий, которые происходят, и часто пишут даже в комментариях о том, что все время в курсе этих страшных новостей об Одессе, и все время переживают за то, что Одессу обстреливают, за то, что на нас летят дроны, на нас летят ракеты, за то, как мы справляемся со стрессом. И очень часто зрители пишут нам: почему вы не уезжаете из города? Вам нужно собирать свои вещи, решать свои дела и срочно выезжать из Одессы, потому что так жить просто невозможно. Да, нас действительно пугают тем, что город может быть разрушен, что здесь не будет нормальной жизни, что все страшно, опасно, и иногда задумываешься, что реально так и может быть, потому что все время бегать в бомбоубежище, все время не спать и переживать за свою жизнь, то так действительно, если будет долго продолжаться, то не каждый такое выдержит. И действительно мы задумываемся тоже о плане, так сказать, Б, что если что-то пойдет не так, то, конечно, нужно уезжать из Одессы в более спокойное место, потому что как-то нужно жить дальше. Все люди разные, мы восприимчивы к стрессу, мы переживаем, мы ходим в бомбоубежище, мы не спим, мы следим за тревогами. А есть люди, которые просто стараются не обращать на это все внимание. У них достаточно устойчивая и крепкая нервная система, и я знаю людей, которые даже не реагируют на воздушные тревоги, а просто накрываются одеялом и спят дальше. Это все очень индивидуально. Но поверьте, мы когда даже ходим в бомбоубежище, общаемся с людьми, либо мы общаемся с нашими друзьями, знакомыми, то если люди, которые уехали, то они пока не собираются возвращаться. Кто сейчас в Одессе? Сейчас лето, сейчас тепло, сейчас хорошо, если не учитывать обстрелы. И люди хотят еще посмотреть дальше, что будет. Но страшные новости страшными новостями, стрессы стрессами. Но вы знаете, мы еще остаемся оптимистами и верим, что Одесса — это крепость, что в Одессе все будет хорошо, что она будет целой, невредимой, и самое главное, верим и желаем, чтобы все люди были целыми и здоровыми, ведь это так важно. И очень ждем момента, когда все одесситы, гости города будут отдыхать на наших черноморских пляжах уже не только под одесским теплым солнцем, но еще под мирным небом. Так хочется в это верить, и поверьте, раньше мы не задумывались, что такое слово «мир», когда друг другу в пожеланиях говорили это пожилые люди. А сейчас, с кем бы ты ни разговаривала, и неважно, с каким праздником бы тебя не поздравляли, то ли это день рождения, то ли это, не знаю, Новый год, каждый человек друг другу желает только мира. Ой, ветер такой, хотя бы ничего на голову не свалило. У нас ежедневная температура воздуха примерно 25-27 градусов в последнее время, но в некоторые европейские страны и к нам идет настоящая летняя жара, и обещают, что в следующие выходные уже будет 37 градусов. И если у нас будет относительно спокойно, то, конечно, собирайте чемоданы и приезжайте немного отдохнуть на море. Такое жгучее солнце. Вроде бы сегодня температура воздуха всего лишь 25-27 градусов, но тем не менее вижу много людей, которые сгорело. Если вы едете на отдых, то не закрывайте с 12 до 4, так точно. И плюс пользуйтесь SPF с высоким фактором защиты, потому что кожу свою нужно беречь. А вот, собственно, и та самая трасса здоровья. Одесситы по ней очень любят гулять, и посмотрите, какие толпы, несмотря на то, что жару, люди преодолевают препятствия. Она достаточно длинная. Тут и велосипеды ездят, и с животными гуляют, и люди просто прогуливаются. Обязательно как-то с вами проедемся по ней или пройдемся.
Так, скажу вам еще важную новость. Следите завтра за своими розетками и, вернее, за напряжением электричества в ваших квартирах. Потому что завтра официально в Украине у нас уже в розетках не будет 220 вольт, у нас будет 230 вольт. Предупреждают о том, что отклонения в электроэнергии могут быть от 207 до 253 вольт. И если показатели будут за пределами этих норм, то нужно срочно обращаться в ОСББ, управленческие компании или ДТЭК. Теперь, думаю, несколько дней каждому придется немного следить за напряжением, чтобы в доме не погорела техника или ваши гаджеты. Спасибо всем, что остаетесь с нами. Желаем вам хорошего дня, хорошего настроения. Берегите себя и своих близких. И до встречи в следующем видео из Одессы.